Всем привет, я продолжаю играть в Morrowind. Находимся мы в форте Иниевые Бабочки, там где и закончили. И нужно сказать несколько слов. Дело в том, что мы, конечно, вот ломанулись на Солсхейм, но у нас незаконченное дело с гильдией магов, как мы знаем. Продвижение по гильдии магов я пока не могу получить, потому что нужно значение одного навыка 80. И ближайший подходящий навык, как мы помним, это мистицизм. Также на подходе восстановление, но прокачать их у учителей я не смогу. Нужно здесь всего 5 пунктов, но мы видим, что мистицизм у нас завязан на силе воли, а сила воли у меня, если убрать кольцо учителя, вот, всего лишь 68. А как мы знаем, прокачать у учителя навык больше, чем позволяет его главная характеристика, невозможно. Что делать? Ну, конечно же, нужно прокачиваться. Уровень у меня, правда, 23. 2 из 10 навыков всего прокачано. В принципе, мы должны, конечно, получить бонус к силе воли. Я на нее подзабил, как-то в погоне за интеллектом и прочими навыками. Но мы можем это сделать, прокачивая, например, вот где изменения у нас на силу воли также. Да, на силу воли у нас еще разрушение, но я обещал разрушение не качать. И как видите, 0 из 100, и так дальше будет продолжаться. Соответственно, нам нужно было бы повысить изменения. Но восстановление мы тоже не сможем прокачать у учителя, поскольку оно уже превышает базовую характеристику. Я думаю, что мы сейчас этим и займемся. Немножко отвлечемся от прохождения. Хотелось бы в гильдии магов все-таки продвинуться. Наш персонаж маг. И основная гильдия наша это гильдия магов. Направляемся мы... наверное, не так. Наверное, вмешательством. MCV. Направляемся мы, друзья, внезапно в Садрит Мора. Так, сюда мне не надо. Наверное, многие знают, что в Садрит Мора живет учитель, который обучает мистицизму до 100. Мистицизму мы не научимся, но одновременно с этим она же обучает и изменению. Но, к сожалению, не до 100. Но нам хватит. Также я грозился научиться меткости. И думаю, что мы совместим эти два дела. У нас в разных городах есть отделение гильдии Морок-Тонг. И вот там нас могли бы научить меткости. В том числе такое отделение есть в Садрит Мора. Сейчас мы его найдем. Кстати, может быть и здесь нас учат меткости, тоже в гильдии воров. Давайте посмотрим. Маловероятно, конечно. Но шут его знает. Так, это торгу... Что ты торгуешь, кстати? Так, это нам ничего не надо. Это маг. Ну да, меткости здесь мы вряд ли научимся. Тоже какой-то маг. Чем могу помочь? Тоже, кстати, учит изменению. Ой, нет, наврал. Это иллюзия. Наврал. Так, кругом учителя. И все норовят чему-нибудь научить, но не тому, что мне надо. И даже ты немножко обучаешь. Но вряд ли тоже она нас чему-нибудь научит, поэтому отправляемся. Морок-Тонг, насколько я знаю, располагается вот возле таверны. Как-то особо я туда не заглядывал раньше. Так, это у нас трактир. Нет. Это у нас алхимик, да? Да. А где здесь Морок-Тонг? Вот какое-то большое здание. Возможно, здесь.
Да, совершенно С верно. радостью поделюсь с вами, если договоримся о цене. Какой чувак любезный. Только членом организации. Понятно. То есть вот так вот, да? Рукопашный бой. Нам бы это тоже не помешало. Но хотелось бы меткость. Говорите свободно. Так, заклинания какие-то продает. Могучий яд, но это разрушение. Дикая левитация. Дикий свинарник. Слепота. Та-та-та. Ястреб. Найти ключ. Щит молнии. Нет, нам это пока что ничего не надо. Ну вот на тебя надежда вся, чувак. Слушаю. Подруга точнее. Говори. Но нет, легкие доспехи, краса, нам это ничего не нужно. Нам это не нужно. Блин. С радостью поделюсь с вами. Мне если кажется, вот договоримся ты, о цене. обучающий товарищ. Вряд ли он нас будет учить, конечно. Давайте качнем на нем хотя бы красноречие. Да, и торговать не будет. Плохо, печально, друзья, но в принципе, ладно. Мы можем вернуться в гильдию бойцов и попробовать там обучиться чему-нибудь. Ну, хотя бы силу, чтобы у нас был бонус к силе. Меткость пока что... Я, честно говоря, навскидку так вот не знаю ни одного учителя по меткости, такого вот прям хорошего. И у меня как-то не было с этим проблем раньше. Длинные клинки на силу идет. Но что-то дорого. Так в чем дело? Ты не обучаешь. Ты приносишь удачу. Добро пожаловать. Тоже длинные клинки. Блин, ну придется учить длинные клинки тогда. Но все-таки отношения повысим. Подожди. Так. Ну и по 127. Значит, смотрим бонусы у нас к силе. Пока что 2. Так, я скоро стану воином вместо мага. Так, 3. Но уже навык-то у меня достаточно большой. В принципе, я могу уже махать мечом. Если бы у меня было здоровья побольше, конечно, и защита какая-никакая. Четыре. Бонус. А все, больше не может она меня учить. Ну да, здесь, конечно, такие себе учителя. И этот не может учить. Проблема. Но проблема небольшая. У нас есть... В принципе, у нас есть в Балморе также отделение и Морактонг, и гильдии бойцов, естественно. Давайте сначала в гильдию бойцов заглянем. Здесь мы также можем поучиться. Единственное, что, конечно, надо повысить отношения. Он нас обучает дробящему оружию. А это тоже бонус к силе. Четыре. А, ну у меня больше и не будет. Слушайте, я, блин, зря это все затеял. У меня сила-то 96. То есть близится к максимуму. Это последний раз, когда мы получим бонус на силу. Да, тут я что-то упустил момент. Давайте заглянем в Морактонг. Так, чисто посмотреть. Тут я знаю, где она расположена.
в самом темном углу. Такая вот зловещая подсветка здесь. А вот и, кстати, и меткость. Точно, давайте повысим сначала отношение его. Как вам, Балмора? Балмора прекрасно. Вот, кстати, вот эта фраза, которую слышишь не часто от NPC, именно с ударением на первый слог, на второй слог, получается, да, прошу прощения. Просто многие на ютубе, я слышал, говорят Балмора. Это прямо режет мне слух и не соответствует, в общем-то, вот канону, я считаю. Ну а мы тем временем обучаемся меткости, это даст нам бонус к ловкости. Что в принципе нам особо-то не нужно. Но хочется мне попробовать немножко луки все-таки использовать. Ловкость 4. Все, ловкость 5. Сила 4. Ну и в принципе силу воли мы сейчас качнем. Бонус 5 мы не получим, к сожалению, да? Только 8 раз. Ну ладно. А чтобы качнуть изменения, нам нужно обратно отправиться в Садрит Мора. Я тут немножко сумбурно все это демонстрирую, потому что пытаюсь увязать все это у себя в голове. Снова Садрит Мора. Учитель, который нам нужен, располагается в привратном трактире. К сожалению, я не помню ее имя. Помню, что она Альтмер. Ну, конечно, если я помню правильно. И сейчас мы опять не уткнемся в какой-нибудь типа только членом организации или что-нибудь такое. Ну, давайте посмотрим. Войти можно, в принципе, здесь. Тут у нас стоит раб. Многому надо научиться. Освободить. Это, кстати, правильно, да. Привет. Прямо как будто знает, что нам нужно. Так, ну тут куча мешков. Раба освободить мы здесь не сможем, наверное. Нужно подняться наверх. Западное крыло. Это тоже какой-то раб, судя по всему. Вот она. Ардарумы. Ардарумы, по-моему, мы в этом прохождении у ней не были. У нее, кстати, лежит, смотрите, камень души с душой алчущего. Причем стопудовый, то есть он здесь всегда лежит. Ну и, конечно, я помню, что у меня есть книжки обучающие, в том числе на мистицизм, но, к сожалению, только 2 или 3. То есть повысить мистицизм до 80 книжками мы сейчас не сможем. Это было бы, конечно, хорошо, то есть не заморачиваться вот с этой беготней, а просто прочитать книжки. Давайте повысим отношения. Кто ты? Ардарум и маг. То есть в гильдиях ты не состоишь, да? 25 уровень. Ну, неплохо, неплохо. Мы видим, что она вот обучает мистицизму и в том числе изменению и разрушению. То есть все на силу воли. Но мы будем учиться изменению. До упора. Кучу денег, конечно, мы у нее оставим. Вернуть их никакой возможности нет, она не торгует. Но ничего. Жалеть деньги в Моровинде это такое. Дневник дополнен. Это задание восточной этой торговой компании. А мы продолжаем учиться. Все, вот и уровень. А соответственно мы бежим обратно в гильдию магов. Ну, просто чтобы повысить уровень себе. Здесь мы поспать нигде не сможем. Отправляемся в свое жилище.
Так, ну силу мы максимизировали, сотня. Силу воли обязательно берем. И ловкость. Таким образом, сила воли у меня сейчас без кольца, я его снял, составляет 72, и по-прежнему мы не можем качать мистицизм. Здесь все по нулям. Соответственно, прогресс по продвижению в гильдии магов у нас застопорился. Вот такое кривое у меня получилось. Кривая прокачка персонажа и кривое его продвижение по гильдиям. Так, ты мне, собственно, не нужна. Отправляемся мы обратно на Солсхейм и займемся все-таки продвижением там по сюжету. Я буду возвращаться к вопросу прокачки, может быть, через эпизод или через два, чтобы не забрасывать это дело. Ну, потому как как-то нелогично, не закончив дела здесь вот на острове, отправляться уже в дополнение. Так. Наверное, нужно было бы пометку там поставить. Но лучше, наверное, вот в этом поселении будет. Сейчас мы отправимся к Карниус, да, кажется, его зовут. Где он? Святилище. Карниус. Да что с чувством? Задание давай. Я лично ничего против тебя не имею, но, как я понимаю, у Фалька возникли какие-то проблемы в колонии. Это нисколько не удивляет меня. Отправляйся туда и выясни, что там происходит. Здесь мы отправимся пешочком соло, без нашего наемника. Нам он там не понадобится. А в дороге на нас сагриться никто не должен, потому что у меня есть колечко невидимости. Кольцо Азуры пока что мы отложим. Вернем кольцо учителя и наше изящное колечко. Таким образом мы сможем безопасно добежать, не привлекая нежелательного внимания, до Вороньей скалы. Вот, кстати, отспавнился Сприган. Волчары также. Еще Сприган. И бормочащий лунатик. А вот это, кстати, не просто лунатик, а скорее всего оборотень. Поскольку я планировал проходить Бладмун за оборотня, наверное, с этим товарищем нам надо будет повстречаться. Но нужно к нему подходить ночью, естественно. И как-то еще выжить после такой встречи. Здесь я поставлю пометку, чтобы нам так каждый раз не бегать. И поговорим с Фалько. Все встало, говорит. Я надеюсь, что Карниус не извлечет выгоды из нашей ситуации. Все было под контролем до того последнего времени. До самого последнего времени. Это все этот безумный Нордлинг. Хлордер Странный. Так мы и называли его. Он тут давно ошивается, неся вздор о том, что мы разрушаем землю, и что если мы не остановимся, то навлечем на себя гнев самой природы. Он просто надоел нам, но никому не мешает. Не мешал. Но теперь стало ясно, что мы должны избавиться от него. Я уверен, что Карниус хочет, чтобы Хлордера убили. Все, кто стоит между Карниусом и его прибылью, заслуживают смерти, он в этом уверен. Но я не могу быть таким жестоким, мне жаль этого беднягу. Очевидно, что его народ изгнал его, хотя я очень даже понимаю почему. Я прошу, чтобы ты не причинил ему зла. Попробуй убедить его. Если ничего не получится, возвращайся ко мне, и мы придумаем что-нибудь еще. На самом деле, конечно, ни черта он не придумает, и у нас два пути здесь. Либо, вот он этот Хлордер Странный. У нас два пути. Либо убить его просто и эффективно, либо поговорить, и здесь нам как раз понадобится прокачанный ранее навык рукопашный бой. Сейчас он у меня всего 35, но возможно этого хватит. Давайте сохранимся на всякий случай и поговорим с ним. Единственное, что, конечно, посох надо снять. И не зарази
видишь меня своей дьявольщиной. Я здесь, чтобы защищать природу, и буду делать это, чего бы мне это ни стоило. А Ну, теперь уходи. собственно, он сам себя озвучил. Докладываем Фалька. Он что, действительно уперся? Хорошо, у меня нет времени на это. Нам нужно избавиться от него и закончить нашу работу. Ты получаешь мое разрешение задать ему взбучку. Но только голыми руками, никакого оружия, никаких заклинаний. Все понятно? Я хочу, чтобы он понял, что он здесь лишний. Но я не хочу, чтобы он был мертв. Хорошо сработано с Ибонитом. Да, с Ибонитом хорошо сработано. Еще раз сохранимся давайте и просто его будем лупить. Стамины у него много, а попадаю я по нему не часто, даже несмотря на завышение навыка. Но благо у меня восстанавливается запас сил. Давайте, кстати, колечко невидимости уберем и возьмем кольцо Азуры. Это даст нам дополнительный бонус к запасу сил, ну, к восстановлению. Вообще не уверен я, что на таком навыке мы сможем ему что-то сделать, видите? Я думаю, что у него запас сил восстанавливается быстрее, чем я его повреждаю. Что здесь можно поделать? Можно, в принципе, зачаровать колечко на завышение навыка при использовании. Может быть, для нас это лучший вариант. Все-таки я маг. Причем зачарователь. Поэтому берем наше зачарование. Где оно? Еще раз сохранимся. И используя душу, наверное, вот этого спригана, попробуем создать предмет. Колечко у меня есть вот такое дорогое. Как раз оно пригодилось. Увеличение навыка берем. Навык нам нужен рукопашный бой. Нужно на себя. По длительности сразу ставим хотя бы секунд 20, я думаю, чтобы как-то у нас было. Даже, наверное, 30. Давайте 30 поставим. На 10 пунктов всего. А если 20? То 15 пунктов. Мало, конечно. А на 10. Ну, давайте на 15 секунд. На 20. Ну, вот это уже что-то. Вот это уже что-то. Давайте как-то изменим название. Только вот так вот. Ой, прошу прощения. Вот такое название. Шанс 100%. Смело создаем его. Так, колечко Азуры я, пожалуй, сниму. Выбираем его в меню. Кастуем на себя. Ну, дело пошло гораздо лучше. Так, эффект кончился. Перекастовываем. Я надеюсь, он не успел восстановиться. А учитывая, что сила у меня большая, возможно... О, отлично. Я не знаю... А, это еще не все. То есть он как бы чувствует, что мы наносим ему ущерб. Вот и навык, кстати, повысился. Нам нужно, по-моему, чтобы он упал. Сколько это займет, я не знаю, друзья. Даже с учетом завышения наносим мы ему урон так себе. Видеть бы его запас сил. О, все.
Хватит, говорит, бить меня, просто дай мне минутку отдышаться. Я обещаю, что когда ты вернешься в следующий раз, меня уже не будет. Хорошо. То есть не нужно, чтобы он падал. Все, проход он освободил. Докладываем Фалька. Колечко убираем. Возвращаем кольцо Азуры. Хорошая работа. Я ценю то, что ты не был слишком жесток с ним. А теперь все вернется на свои места как раз вовремя. Сообщи эту новость Карниусу, и вот, возьми это. Нам дали 1000 золотых, и нужно возвращаться. Возвращаться мы будем вмешательством. Так, подожди, вот у меня божественное Ролдера вмешательство. больше нет. У нас есть другие проблемы. Еще проблемы? Подожди, а что у меня случилось? О, глюк какой-то произошел. Все, мы в святилище, но нам надо... Ну да, нам сюда и надо. Докладываем. С этой проблемой покончено. Жаль, что ты не убил его на месте, но и так все достаточно хорошо. Давайте спросим про повышение. Теперь я управляющий. Дальше нас повышать не будут, и можно заняться основным сюжетом. Говорите свободно. А именно, нам нужно разобраться с проблемой низкого боевого духа. Я думаю, что часть этой проблемы то, что вот эти стражники застревают в проходах. Может быть, здесь есть выход, да, вот наверх. Я думаю, что можно вот так вот прям через верх спуститься. Проблему низкого боевого духа можно решить с помощью выпивки. Для этого нам нужно проникнуть через арсенал вот сюда вот на верхний этаж. Вы чего-то хотели? Здесь есть комната местного священника, в которой мы видим запертый шкаф Антониуса Нункиуса. На шкафу ничего нет, вскрыть его, как видим, без ключа невозможно, но там располагается просто выпивка. Также есть у него такой столик, который мы можем вскрыть с помощью заклинания. Тем самым мы убьем как бы двух зайцев сразу. Во-первых, выполним следующую часть задания и раздобудем выпивку, чтобы разговорить местных солдат. Без выпивки они с нами разговаривать не будут. Вообще ни на какую тему. Вот, он говорит, что разит спиртным, и мы можем предложить ему выпить. Соответственно, он говорит, что этот форт стал сухим, тот, кто это придумал, не в своем уме. Ликер теперь запрещен в форте Иниевой Бабочки. Это приказ капитана, как я понимаю. Странно, чего это на него нашло. Капитан Кариус казался мне таким справедливым и не нажимал на нас, пока мы выполняли наше задание. Похоже, он решил, что мы не соответствуем его стандартам, поэтому он и ввел этот запрет. И с этих пор все находятся в довольно паршивом настроении. Мы узнали причину, Радостью поговорю с вами. и нужно доложить капитану, как только мы сможем пройти. А пройти мы, видимо, не сможем. И, видимо, придется точно так же через верх выпрыгивать. Капитан у нас вот здесь вот. Поднимаемся опять наверх. Надеюсь, что никто здесь больше по лестнице не бродит. Так, еще выше нам надо. Я попросил тебя расследовать, почему в форте низок боевой дух. Ты что-нибудь выяснил? Да, кое-что я выяснил. Я, говорит, могу допустить, что недостаток алкоголя может влиять на боевой дух, но я никогда не запрещал его. И вообще, меня никогда не волновали проблемы с алкоголем. Это священник Антониус Нункиус все время беспокоится, что он отрицательно влияет на наших людей. Я не соглашался с ним, но этот вопрос так остался чисто теоретическим. Поставки алкоголя перестали поступать около месяца назад. Поговори с солдатами по душам и попробуй выяснить, кто является источником этого недовольства.
Если ты полагаешь, что он причастен к снижению боевого духа в форте, это про священника. Найди доказательства этому. Если же ты думаешь, что у тебя есть доказательства, представь их ему. Ну, в общем-то, доказательства я уже нашел, вскрыв его столик, в котором как раз-таки запас алкоголя и хранился. То есть он каким-то образом перехватывал этот алкоголь и от лица капитана объявил о сухом законе. Давайте ему предъявим это все. Вот он. Чем может помочь тебе скромный священник? Скромный священник насчет алкоголя. Странно, говорит, что капитан запретил ликер в веренных ему войсках. Иногда людей так тяжело понять. Но капитан не запрещал алкоголь. Он сказал тебе это, да? Я думаю, он никогда официально не отдавал такого приказа. Но все же поставки перестали поступать. И что бы все это могло значить? Я, говорит, понятия не имею. Ты шарил в моем письменном столе? В моем письменном столе? Ты шарил там? Да как? Это возмутительно. Украденный ликер? Понятия не имею. Хорошо, говорит, я, возможно, и прятал алкоголь, но это было ради их же собственного блага. И я надеялся, что если солдаты выйдут из себя и поднимут бунт, я мог бы потребовать у своего начальства перевести меня домой. Послушай, я не хочу иметь проблем с тобой. Здесь у нас опять появляется выбор. Мы можем его прикрыть и таким образом получить доступ к тому самому запертому шкафчику с алкоголем зачем-то. Либо доложить капитану, получить в любом случае награду, но если мы сдадим священника, мы в дополнение получим еще какое-то оружие. Нам это оружие не то чтобы было нужно, но мне не нравится вот этот подход священника с утаиванием алкоголя и интригами, поэтому я ему сдам, капитану сдам его. Мне конец. Теперь мне никогда не покинуть этот остров, по крайней мере живым. Карниус оторвет мне голову. Что ты наделал? Теперь ты счастлив? Ну, не то чтобы счастлив, но я думаю, что так будет лучше. Докладываем капитану. Так, не сюда. Ты говоришь, что Антониус Нункиус затеял все это, потому что очень хотел вернуться домой? Вот дурак. Я бы запросто перевел его, если бы он только попросил меня. Но теперь, впрочем, я думаю, ему лучше работать здесь, спасая души моих людей. Теперь, когда форт не ограничен в ликере, кто-то ведь должен позаботиться о спасении их душ. Спасибо за твою помощь, возьми вот это. Зелье лечения недугов для нас бесполезно, и серебряный клинок Искр для нас, в общем-то, тоже достаточно бесполезный. И перейдем к другим делам форта. Как я уже сказал тебе, не всем моим солдатам здесь можно доверять. Многим из них ссылкой в этот форт заменили заточение в темнице Бенгарда. И теперь я опасаюсь, что эти криминальные элементы начали проявлять себя в форте Иниевой Бабочки. Я думаю, что именно они занимаются контрабандой оружия, отсюда и продажей его на Варденфелл. Я заметил, что запасы оружия в арсенале быстро сокращаются, и я знаю, что для этого нет никакой официальной причины. Мне остается только предположить, что кто-то занимается контрабандой его из Солтсхейма и продает на Варденфелле. Я хочу, чтобы ты нашел эту банду контрабандистов и я представлю тебе некоторую помощь в этом вопросе. Я хотел бы, чтобы это дело ты расследовал вместе с одним из моих солдат. Здесь есть двое, которые могут подойти тебе, и эти двое лучшие солдаты форта Иниевой Бабочки. Саенус Люсиус и Газа Артория. Ты найдешь Люсиуса в главных помещениях, а Арторию в главных помещениях на верхнем уровне. Поговори с ними и реши, кто из них будет твоим спутником. Когда ты найдешь эту базу контрабандистов, доложи мне. Я оставлю вопрос о том, как поступить с контрабандистами, на твое усмотрение. Здесь у нас опять появляется выбор, который влияет, в общем-то, на прохождение задания. А именно два персонажа. Давайте спросим про них. Люсиус знает о текущих делах форта больше, чем любой другой солдат под моим командованием. Хотя он и не самый сильный наш боец, его сообразительность с лихвой восполняет это. Возможно, он лучше всего подходит для поисков банды контрабандистов.
Газа Артория одна из моих самых верных солдат и одна из самых лучших. Я никогда не видел, чтобы кто-то превзошел ее в бою. Ее умение обращаться с оружием стало легендой в этом форте. Если ты столкнешься с сопротивлением контрабандистов, Артория будет ценным союзником. Здесь он как бы намекает на два пути прохождения, то есть с боем с помощью газа Артории и дипломатическим путем с помощью вот этого Люсиуса. Обычно я всегда брал газу Арторию, но в этот раз, поскольку персонаж у нас довольно слабый в плане своих боевых возможностей, биться там с этими контрабандистами смысла никакого я не вижу. Они довольно сильны, у них там оружие зачаровано на паралич, и я думаю, что кто бы с нами не шел, газа Артория или этот Люсиус, они там могут вполне помереть. Так же, как и нас наемник, собственно. Наемника тащить туда вообще никакого смысла нет. Это означает его просто приговорить. Но я, наверное, выберу дипломатический путь, а именно Люсиуса. Ты выяснил что-нибудь о контрабанде оружия? Да подожди ты так быстро, прямо сразу хочет, чтобы я только задание получил и сразу выполнил. Где-то здесь он бродит, этот Люсиус, давайте посмотрим. Вот он. Капитан Кариус упомянул, что ты можешь зайти поговорить со мной. Какой Чем уровень у могу помочь? тебя? 40-й, друзья. 40-й, блин, уровень. Вот такого бы нам наемника. И 200 здоровья. Ну, давайте возьмем его. Так, ну и что он нам может посоветовать, собственно говоря, по поводу контрабанды? Я предлагаю поговорить с солдатами форта. Это пестрый сброд, если быть честным. Но некоторые из них честные солдаты. Я наладил довольно хорошие взаимоотношения с некоторыми из них. Почему бы тебе не начать разговор с Зенофаустом? Это интересный тип. Ты найдешь его в арсенале. Интересно, а мы можем его... Да, вроде можем его оставить. Это хорошо. Я не хочу, чтобы он сдох. Но в арсенал мы можем с ним прогуляться. Здесь Зенофауст это торговец вот этот Чего вот. ты хочешь? Прежде чем разговаривать с ним, нужно повысить отношения. И надо сказать, что если бы мы пришли с газа Артории, то повышать отношения пришлось бы больше, чем с Люсиусом. Но мы будем повышать до 100 в любом случае. Поскольку он торговец и может нам быть полезен. Что-то как-то тяжело идет. Какой у тебя уровень, кстати? Ну тоже 40-й. Смотрите, тут ребята-то серьезные. Че бы им не собраться всем и не решить все вопросы? А зачем я-то нужен, собственно говоря? Чем он торгует? Ну, тут разные типы вооружения. Броня довольно-таки беспонтовая, к сожалению. То есть на острове встречается гораздо лучше. И оружие, и броня. Но у него 1500 монет. Какую-то мелочевку ему можно продавать. Давайте спросим все-таки про контрабанду. Я слышал, что ты с Люсиусом. Так, пожалуй, тебе можно верить. Послушай, я слышал, что какой-то солдат что-то говорил о пещере Гандрунг. Это немного к северо-востоку от форта. Что-то насчет того, что там складируется оружие. Мне тогда не интересно было запоминать подробности. Может быть, тебе стоит проверить это место. Но если ты найдешь их, тебе придется их убить. Если только ты не сможешь договориться с ними как-нибудь по-другому. Еще один намек на то, что есть мирный путь разрешения этого задания. И мы постараемся по нему пройти. До пещеры, в общем-то, можно дойти вот так вот. Люсиуса придется ждать. Бегает он не так, чтобы быстро. Вот здесь вот пещера. Я надеюсь, что у нас получится разрешить это дело миром в этом эпизоде, либо с боем мы будем пробиваться уже в следующем. Но тащить туда Люсиуса я не хочу. Я хочу оставить его здесь. Поскольку там он сразу может сагриться. Мы сохраняемся и заходим.
Так, здесь крыса. Крысу надо прибить. Но прибить надо ее так, чтобы никого больше не сагрить. Например, вот. Отлично. Сохраняемся. Надеваем наше колечко невидимости. Нам нужно добраться до здешнего главаря. Так, тут у нас еще одна крыса. И сразу первый чувак. Надо будет потом спросить у них уровни, если получится у меня договориться. Я думаю, что они тоже не меньше 40-го. Так, пока что мы ничего здесь шмонать не будем. Тут их сразу двое. И у них, по-моему, тоже мечи на паралич. У них у всех, по-моему, здесь оружие на паралич. А вот он, собственно, и главарь. Гуальтьериус Пуриус, боже мой. Ну, давайте с ним пообщаемся. Подожди, послушай, мне не нужны никакие проблемы. Я слышал, ты работаешь с Саенусом Люсиусом, а все в форте знают, что Люсиус разумный человек. Так что, может быть, мы сможем договориться. Я уберусь с этого острова, оставлю все оружие здесь. Ты позволишь мне мирно уйти и не будешь ничего говорить Кариусу. А я исчезну. И послушай, я дам тебе этот великолепный топор в качестве небольшого бонуса, чтобы ты держал рот на замке. Кариус никогда не хватится меня, и я просто исчезну. Спроси об этом Люсиуса, он даст тебе добрый совет. Так, чувак на нас не нападает, это хорошо. И, в общем-то, говорить с Люсиусом я не буду, мы уже решение приняли. Так что давайте его отпустим. Хорошо, ты не пожалеешь об этом. Я уберусь отсюда как можно быстрее. Вот, возьми это. Я нашел его, когда путешествовал по этому острову. Один из моих друзей, к тому же, наложил на него зачарование. И послушай, ты можешь взять все, что хочешь из этого склада. Я уверен, что никто ничего не узнает. Но наш секрет, он останется между нами. Северный топор паралича. Секира, паралич 10 секунд, всего 20 зарядов. Урон так себе, вес 32, но цена 2000. Топор этот уникальный, и иным способом получить его, кроме как завершив вот этот квест миром, вроде бы в игре нет. Именно этот топор. Но этот меч нам дали за предыдущее задание, довольно бесполезный. Ну что ж, квест мы завершили. Давайте спросим его про уровень, все-таки мне интересно. 45-й. Ну а те ребятки, наверное, поменьше. Тоже давайте спросим. Два орка тусуются. Они не хотят с нами разговаривать. Но они и не агрятся, видите. То есть, к сожалению, узнать у них уровень я не смогу. Ну что, лутать эту пещеру мы будем в следующем эпизоде. Здесь есть чем поживиться. А на сегодня на этом все. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.